Всем привет, вы на канале SuperKit. В свете того, что подорожал 3G и 4G модем ZTE MF79U, который умеет давать мобильный интернет не только к подключенному устройству, а и по Wi-Fi, наверняка рассматривающим вариант покупки подобного устройства будет интересно аналогичное устройство и его работа. Нынче разница почти двухкратная между данными устройствами. Одним из таких устройств является модем от фирмы 2E PowerLink MiFi 1. 2E – это украинский бренд, который под таким названием продает множество различных устройств, относящихся к компьютерной и телефонной тематике. У меня и ZTE MF79U есть в наличии, и мне интересно не просто посмотреть, как будет работать новый, а и, естественно, сравнить их между собой. Однако, самое главное в этих устройствах – это возможность использовать мобильный интернет, причем получая его непосредственно от модема через USB сразу на компьютере или ноутбуке, а также посредством сети Wi-Fi, раздавая интернет через беспроводную сеть сразу нескольким устройствам, вплоть до 10 устройств одновременно. Для этого у модема есть два индикатора, обозначающие сеть оператора и сеть Wi-Fi, которые светятся синим и зеленым цветом в случае, когда сеть ловит и все работает правильно. Если происходит попытка регистрации в сети, например, в момент включения питания, то эти индикаторы светят красным. Заявленная скорость работы в сети 4G на загрузку до 150 Мбит в секунду, на отдачу до 50 Мбит в секунду. Заявленная скорость работы в сети 3G на загрузку до 42 Мбит в секунду, на отдачу до 5,76 Мбита в секунду. Модем не имеет привязки к какому-либо оператору, потому что продается отдельно от них. А это значит, что здесь будут работать сим-карты любых операторов, которые работают в сетях, заявленных в поддержке модемом. Что сразу бросается в глаза, в новом девайсе нет разъемов под антенны. Сим-карта здесь привычного разъема мини-сим, а не микросим, как в ZTE. Также здесь нет бесполезного разъема под карту памяти microSD, а из заявленных характеристик сразу видно отсутствие поддержки сети 2G. Получается, 2E не работает в 2G. Соответственно, он работает только в 3G и 4G. И частоты, на которых работает модем, написаны прямо на задней крышке. Как раз был неопределенный момент с тем, работает ли модем ZTE на частоте 2600 МГц в LTE или не работает. Кто-то говорил одно, а кто-то другое, а по факту проверить это сложно. В характеристиках на сайте продавца было заявлено, что работает, но нигде в инструкции, либо на самом модеме об этом не было ни слова. Здесь же можно четко видеть на самом модеме, точнее на его задней крышке, на коробке и в инструкции, что 3G работает на частотах 900 и 2100 МГц, а 4G работает на частотах 1800, 2600, 900 и 800 МГц. Получается, что 3G это как раз те частоты, что и есть у операторов Украины, а 4G даже с запасом, так как у наших операторов лицензии лишь на 3 частоты 1800, 2600, 900 МГц. Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц в стандарте BGN. Если говорить именно про интернет, то 2G абсолютное дно в возможностях передачи данных, поэтому невелика потеря, что данный модем не поддерживает 2G. Все, для чего могла иметь пользу эта сеть, это передача SMS. Но и в других поколениях сетей SMS могут прекрасно работать. Вот мы плавно подошли к работе с модемом, поэтому предлагаю наглядно все это рассмотреть. Итак, чтобы попасть в настройки модема, нужно в браузере ввести адрес 192.168.100.1. Логин и пароль для входа в настройки изначально стандартный, как и в большинстве случаев, админ и админ. Все эти дела можно изменить на те цифры и буквы, которые удобнее запомнить, ровно так же, как и можно изменить название сети Wi-Fi и пароль к ней. А если вдруг новые логины и пароли забудутся, то сзади под крышкой есть кнопка сброса. Причем это правильный сброс, так как статистика потребленного трафика не сбрасывается. Сбрасываются название сети Wi-Fi и пароль к ней. Скорее всего, еще сбрасываются до первоначальных логин и пароль для входа на страницу настроек. Но эти данные мало кто меняет от первоначальных, поэтому сбрасываться в моем случае было нечему. Удерживать кнопку сброса не нужно, ее достаточно просто нажать. Естественно, когда модем подключен к питанию.
Я не знаю, может у меня особенный комп, но если у меня подключен проводной интернет, то зайти на страницу настроек модема не выйдет. Чтобы войти в нужную страницу, нужно либо выдернуть интернетный кабель из компьютера, либо отключить в диспетчере устройств сетевую карту. Иначе никак. Если это уже именно так сделано заранее, то тогда, введя указанный адрес после загрузки устройства, а это секунд 20-30 от момента подключения к компу, мы попадаем в меню настроек модема. Сравнивая время загрузки до возможности пользоваться интернетом с модемом ZTE, модем 2E намного дольше грузится. Так, если в случае с модемом ZTE после включения компа я сразу мог пользоваться инетом, так как модем успевал загружаться, пока грузился комп, то с модемом 2E мне нужно еще сверху дополнительно ждать секунд 10-15, что не совсем удобно. И это явный минус для пользования. Первое, с чего можно начать в меню настроек, это язык меню настроек. Это либо английский по умолчанию, либо украинский. В правом верхнем углу, рядом с выбором языка, можно видеть название оператора, вид сети 3G или 4G и уровень приема сигнала сети. На главной панели можно видеть много полезной технической информации, из которой большинству будут интересны параметры скорости и времени работы в сети. Здесь же можно отключить или включить мобильный интернет и раздачу по Wi-Fi, а также видеть подключенные устройства по Wi-Fi и настраивать их работу, а именно добавлять устройства в черный список или ограничивать их в скорости передачи данных. В разделе «Мобильная сеть» можно управлять параметрами сети. Можно включать или выключать передачу данных, а также выбирать вид сети. Это может быть отдельно 3G или отдельно 4G, а также вариант авто, когда вы доверяете устройству самому выбирать, что лучше. Тут выбирается точка доступа, необходимая для работы мобильного интернета, однако она корректно выбирается и автоматически. Ее, конечно же, вручную можно изменить, но это не имеет смысла, так как она выбирается правильно и все время работает как нужно. Здесь же выбирается возможность работы в роуминге, причем есть интересный параметр – работа в национальном роуминге, а есть вариант выбора из любой сети, в том числе заграничной. Этот вариант важен, так как национальный роуминг может быть бесплатным, а поэтому может устраивать абонента. А вот международный роуминг весьма дорогой. Пользователям приграничных территорий, где запросто можно поймать заграничную сеть, эта опция будет полезной. Здесь же также включается возможность автоматического выхода в интернет после подключения к питанию. В разделе Wi-Fi сеть можно установить имя сети, пароль, вид шифрования и установить количество подключаемых по Wi-Fi устройств к модему от 1 до 10. В разделе «Безопасность» есть меню с фильтром по MAC-адресу, но включить этот фильтр или добавить устройство возможности нет. Во всяком случае, эта возможность не очевидна. Меня перебрасывает в раздел мониторинга за подключенными по Wi-Fi устройствами, где при нажатии хоть на что-нибудь, на что можно нажать, никак не получается найти меню ввода MAC-адреса. Зато есть меню переадресации портов, вроде бы как рабочее. В разделе SMS и контакты можно ввести записную книгу из нужных контактов и писать и принимать SMS-сообщения. Кстати, модем не умеет объединять сообщения, поэтому если на сообщение затрачено символов больше, чем на один SMS, то они так и будут приходить в виде нескольких SMS. Причем в случае отправки будет одно и то же длинное сообщение показано столько раз, сколько слотов SMS оно заняло в полном размере, а во входящих оно будет разбито на необходимое количество SMS. При этом, если с кем-то переписываться, то входящие сообщения можно пропустить, если специально не искать их, ведь более новые SMS видны не сверху, как последние входящие, а снизу, то есть запросто может не вместиться в высоту экрана, а значит необходимо прокручивать вниз, то есть совершать дополнительные действия. Раздел статистики здесь реализован лучше, чем у модема ZTE. Ничего дополнительно подключать не нужно, модем и так сам и сразу отображает сумму переданных и полученных мегабайт. Это как раз то, на что я жаловался при обзоре модема ZTE. Причем аппарат различает разные сим-карты и считает трафик для каждой из них. Я оставил новую симку, начинался новый счет, возвращал прежнюю, счет трафика именно по ней возобновлялся вновь. Это отлично продумано.
Попутно здесь также можно установить лимит трафика, а также вести наблюдение и даже настроить получение предупредительного сообщения SMS о подходе к окончанию трафика. В разделе «Устройства» в меню настроек можно перезагрузить модем, перепрошить, сбросить к заводским настройкам. Есть полезная опция «Автоматический режим перезагрузки модема», если произошел разрыв интернет-соединения. Из плюсов в сравнении с модемом ZTE хочу отметить то, что модем 2E не разлогинивает меня через каждые 15 минут со страницы настроек, либо если модем отключался. В ZTE реально через 15 минут выкидывает. Мне вот удобно держать эту страницу все время открытой, чтобы поглядывать текущий расход трафика, и реально бесит, когда раз за разом мне предлагают ввести пароль вновь. В случае с ZTE именно так и происходит, что очень неудобно. Ну а теперь про скорость. Скорость в сети Kyivstar днем и вечером в выходной день держалась около отметки 20 мегабит в секунду. А вот ночью на загрузке приближалась к отметке в 50 мегабит в секунду. Вообще у меня около 20 мегабит в секунду и в телефоне обычно скорость. Хотя я не часто ее измеряю. Если честно, но увидев около 50 мегабит в секунду на модеме, решил посмотреть скорость на телефоне и немного офигел. Сайт 2IP, на котором, как правило, и произвожу тесты, видимо, увидев такие скорости, прекращал работу. А спид-тест показывал отметки, близкие к максимальным теоретическим характеристикам сети 4G, а именно 150 мегабит в секунду на загрузку и 50 мегабит в секунду на отдачу. В будний день, в понедельник, в 12 часов дня скорость была 30 с плюсом на загрузку и 20 с плюсом на отдачу. А вечером понедельника просела и составляла лишь 15 мегабит в секунду на загрузку и 20 с плюсом мегабит в секунду на отдачу. Я считаю, что такие скорости это отличный результат, который неплохо показывает возможности модема. Если у кого-то иначе, это вопросы к вашим операторам в конкретно взятом месте. Возможно, ваша базовая станция перегружена. Выход из этого – использовать модемы с антеннами, а также покупка и настройка дополнительного оборудования, антенн, кабелей и прочего. Если кто-то помнит из обзора модема ZTE, при работе с оператором LiveCell в некоторых случаях были трудности с отображением названия оператора. Так вот, там где у ZTE такие трудности были, у модема 2E такой проблемы нет. Название оператора LiveCell отображается корректно, разве что, когда на счете нет средств, то в виде китайских иероглифов пишет, что доступны только экстренные вызовы. Но это не проблема модема. Пополнив счет, эта надпись исчезает. Единственное неясно, почему в ПО модема предусмотрены английский и украинский языки, а эта надпись выскакивает в виде огромного количества китайских иероглифов. Какой-то перевод не до конца. В выходной день в 12:00 LiveCell выдал 20 мегабит в секунду на загрузку и 15 мегабит в секунду на отдачу. Вечером в воскресенье скорость упала на 5 мегабит в секунду для каждого из направлений и составляла 15 на 10 мегабит в секунду соответственно. Ночью, когда сеть не загружена, скорости наоборот заметно возросли и достигли значения около 35 на 20 мегабит в секунду. В понедельник около 12 часов дня скорость была 12 на 10 мегабит в секунду, а вечером понедельника около 19:30 скорость показывалась на отметках 20 на 15 мегабит в секунду. Все эти проседания и возрастания показателей вполне естественны, так как количество пользователей в разное время в течение суток разное. При этом, как в случае с Kyivstar, так и с Life, скорость весьма комфортна для всестороннего использования компьютера. Видео 1920 на 1080 на YouTube без проблем воспроизводится. Любые страницы тем более открываются быстро. Zoom, Skype, Viber – все работает легко и без задержек, причем не только с аудио, а и с видео. Данный девайс работает как USB модем, поэтому, как и в аналогичных видео, мне интересно, сможет ли распознать мой мини-карманный роутер такой модем. Его коллегу ZTE мини-роутер распознал. А вот при подключении модема 2E явно роутером было обнаружено какое-то устройство,
Однако передавать данные это устройство так и не стало. Понятное дело, что данная затея особого смысла не имела, так как модем и сам может раздавать интернет по Wi-Fi. Но раз уж другие модемы распознавались, то хотелось бы, чтобы и этот распознался. Но не судьба. Если кто заметил, то в отличие от модема ZTE я не делал тесты в сети 3G. И это не просто так. Есть у этого модема некоторая странность. Либо что-то здесь не так работает. Либо работает так, но просто производитель в лице того, кто писал ПО к этому модему, вводит нас в заблуждение. Такое мнение у меня сложилось, когда я только все тестировал. Как и говорил еще в начале видео, модем работает в двух стандартах 3G и 4G. Как и показал сразу же, между стандартами можно переключаться, либо только 3G, либо только 4G, либо режим авто, так сказать, на усмотрение потусторонних сил. И при переключении между ними действительно в правом верхнем углу меняется информация. Там написано то 3G, то LTE, но скорость при тесте выдает торчащие заячьи уши лжи. В Украине скорость отдачи в сети 3G в теории 5,76 мегабит в секунду. Да и этот модем должен был работать на отдачу в 3G именно на такой скорости, что и обозначено в инструкции. На практике выше 4 мегабит в секунду я не видел никогда. Данный же модем показывает скорость отдачи в режиме 3G до 20 мегабит в секунду, что просто невозможно. И если модем 2E думает, что скорость данного теста это результат работы в 3G, то я не просто думаю, что это не 3G, я точно знаю, что ни одна из скоростей в этом тесте, ни скорость загрузки, ни скорость отдачи, недостижима в сети 3G. А это означает, что даже когда я включил принудительно сеть 3G, модем все равно остается в 4G. И даже тот факт, что я могу получать и отправлять смс, никак не доказывает того, что в этом модеме есть еще хоть что-то, кроме 4G. Ведь смс работают в любой из сетей, в том числе и в 4G. Да и значок сети, который почти все время показывает лишь две палки, также заставляет задуматься. Как по мне, это самый грандиозный развод. Я настаиваю на том, что это именно развод, ведь если бы при переключении в 3G мне продолжало показывать LTE, то можно было бы сослаться на косяк ПО, что просто не переключают сеть. Но здесь все сделано именно так, что мне показывает 3G, при том, что его здесь нет. А это не что иное, как введение в заблуждение, то есть, попросту говоря, обман. Возможно, кто-то спросит, разве не пофиг на сеть 3G, если есть 4G? Я считаю, что нет, так как на случай, если в 4G будут проблемы или она будет перегружена, то 3G это очень неплохая альтернатива. Вон, когда я делал тест с телефона, можно было видеть возможности 3G. Разве плохо иметь такую запасную сеть? И вот это все косвенные доказательства, ведь можно сказать, что не работает принудительный выбор стандарта сети, и поэтому модем сам выбирает лучшую сеть. Я все думал, как же реально доказать, что здесь нет сети 3G, и придумал. Есть оператор Tremop, бывший Utel. Он давно своей сети не имеет, работая только в национальном роуминге. Но в этом самом роуминге он может работать только в сети 3G. Таковы условия договора между Tremop и Vodafone. А значит, что эта сим-карта может зарегистрироваться только в сети 3G. Но она не регистрируется. Хоть какой из параметров я не менял в настройках, причем времени на эту регистрацию я также дал более чем достаточно, минут 10. Но это не произошло. 2E, вы разводилы, данный модем не работает в сетях 3G. Особенно печально будет осознать об этом разводе как раз тому человеку, который купил этот девайс под таких операторов, как Tremop и Lyca Mobile, которые не работают в сетях 4G. И да, я попробовал включить 3G на LiveCell, на Kyivstar, на Tremop. Я делал это несколько раз, естественно, перезагружая модем, так как иначе симку не заменить, но ни в одном из случаев 3G не появился. Так что это не какой-то локальный глюк. А если вы так прокинулись наличием поколения 3G в модеме, то где гарантии, что указанные частоты для 4G правдивы? 4G модем, буду называть его именно так, достаточно хорош по своим скоростным возможностям. Если, конечно, отбросить развод с заявленным наличием работы в сети 3G. Со своими плюсами и минусами в сравнении с ZTE модемом. По скоростям работы в интернете данный девайс идентичен в своих возможностях упомянутому ZTE.
Есть некоторые весомые плюсы в ZTE, но, как и говорил, разница в цене тоже есть, и она значительна в процентном отношении цен. Модем 2E стоит даже дешевле, чем вариант модема ZTE без Wi-Fi, а в таком сравнении вообще выбор должен быть однозначен. Ведь даже без антенн наличие Wi-Fi дает возможность расположить его в более выгодном месте, а сигнал мобильного интернета передавать уже по Wi-Fi. Как и в случае с ZTE, набор тестов делался не одним днем и даже не одним временем. Это позволяет избежать случайных показателей в скорости и каждому сделать свои выводы. Однозначно можно сказать, что даже когда есть просадки по скорости, то они вызваны загрузкой сетей операторов. Модему абсолютно все равно, будний день или выходной, 12 часов дня или 3 часа ночи. Если у кого-то не работает мобильный интернет или его скорость крайне низкая, а я встречал такие отзывы, то здесь одно из двух. Либо что-то не то с вашим тарифом, либо ваше представление об использовании данного устройства искажено и ваши действия неправильны. Хотя, если честно, учитывая, что модем абсолютно готов к работе и никаких действий не требует, нужно лишь вставить сим-карту и можно пользоваться, то я без понятия, что можно сделать не так. А с другой стороны, если люди не могут понять, где найти пароль на Wi-Fi, то если для вас настройка и подготовка к использованию вызывают сложности, то просто обратитесь к кому-либо за помощью. Да, возможно, придется заплатить за это, но ваши проблемы так или иначе зачастую не имеют отношения к работе подобных устройств и их возможностей. Wi-Fi модема 2E также пробивает через 3 стены, но уже так же неуверенно, как в случае с ZTE, 1-2 деления на шкале. И точно так же соединение есть, а через такую преграду скорость около 3 мегабит в секунду. Этот модем также объединяет телефон и комп в единую сеть и все так же позволяет сбрасывать файлы с телефона на компьютер или обратно, не соединяя их между собой проводом. Режим работы с передачей данных от модема к компьютеру непосредственно через USB не имеет отличий в скоростных возможностях в сравнении с работой через Wi-Fi. Во всяком случае, я не заметил этой разницы. Пожалуй, стоящее устройство прежде всего из-за цены, для того, чтобы оно было в наличии для соответствующих нужд. Я раньше для подобного имел модем, который все время хотел прикрутить к роутеру. Помню, как выискивал нужную связку роутера и модема, чтобы точно все заработало. Помню, что даже после таких поисков были проблемы по совместимости модема с роутером. Помню даже, как в одном из первых видео показывал, как прикрутить модем к планшету, у которого не предусмотрена установка сим-карты, которая работает только через Wi-Fi. Подобный Wi-Fi решает проблему очень просто. Миниатюрное устройство, и вы с интернетом без лишних схем. Вот чего действительно не хватает этому устройству, это возможности звонить с установленного в него номера. Не то, чтобы это прямо очень важная функция, но из 100% важности я бы ее оценил в 10-15%. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!